Всем здорово, с вами Софа. В сегодняшнем видео я покажу и расскажу, как я делала фигурку Авантюрина и Рацу к годовщине Honkai Star Rail. Для начала я леплю лицо. Обычно мужские лица в аниме-фигурках более вытянутые, с выделенным носом. Скажу честно, я не так часто леплю такие лица, а тем более такого формата. Рацу мужчина довольно требовательный, поэтому его голову я переделала аж 3 раза. Ну и на третий он у меня получился. Для того, чтобы сделать губы из глины, я делаю 2 половинки листика, приклеиваю их с помощью воды и разглаживаю при помощи стеков. Болванку для будущего бюста Рацу я делаю из остатков легкого пластилина. Взяла для болванки именно его, так как зефирная глина к нему лучше всего липнет. Для цвета тела я отдельно намешала нужный цвет при помощи белого Candy Clay и немножко оранжевого. На замес ушло примерно 2 белые пачки. Для рисовки лица я использую самые тонкие кисточки, от 0 начинаются, и рисую с помощью акриловых красок серии Pebeo Acrylic Paint в вот таких вот баночках. Почему я рекомендую использовать именно вот эту серию и вот эту линейку? Потому что после высыхания краска не вступает в реакцию с глиной и нету липкого слоя. Небольшие лайфхаки по рисовке глаз. Для подложки я использую либо коричневый, либо светло-оранжевый цвет акриловой краски, для того, чтобы, если вдруг накосячишь, можно его будет водичкой стереть, и будет не так заметно, если делать подложку сразу черным цветом. Для того, чтобы глаза получились ровными, я точками намечаю края бычьих глаз и в процессе рисовки переворачиваю лицо, чтобы проверить, насколько все выходит ровно. В этом видео я покажу, как я рисую лица только на примере Рацу, так как на Авантюрине лицо гораздо меньше, и мне понадобилось куда больше времени, чтобы его нарисовать. Но принцип работы точно такой же. Сейчас я леплю голову Авантюрина. Для этого я катаю шарик, вытягиваю его в виде яйца, тем самым формирую подбородок. Делаю углубление для глаз и вытягиваю пальцами нос. Чтобы сделать губы, делаю небольшой надрез ножом и иглой формирую губы. Тело я леплю в виде трапеции, намечаю талию и стеком грудные мышцы. Делаю я это не так подробно, потому что большая часть будет скрыта под рубашкой, ну, кроме губ. Поэтому я их и выделяю. Хи-хи. Это картинка, чтобы увидеть разницу масштаба двух фигурок. Штаны. Для того, чтобы сделать одежду, в данном случае штаны, я катаю пласт. Главное, чтобы он не был слишком тонким и не слишком толстым, потому что если он будет слишком толстым, это будет выглядеть громоздко. А если слишком тонким, он просто не будет держать нормальную форму. Поэтому перед тем, как приклеить пласт к фигурке, лучше сначала приложить слегка, посмотреть по толщине, подходит или нет, и дальше, если что, раскатать потоньше.
Для прически авантюрина я намешиваю желтый, немножечко коричневого и много белого. Как я делаю волосы? Начинаю обычно с челки. Для этого я катаю тоненький пласт и из него уже вырезаю с помощью ножниц локоны. Чтобы наметить на локонах пряди волос, я использую стейки и маленькую иголочку. Для того, чтобы сделать волосы на затылке, я леплю небольшой шарик, приклеиваю его к задней части лица, а потом на эту основу делаю локоны из небольших капелек, которые я приклеиваю к нему и формирую с помощью стека. Черный плащ, только свистнуте, и он появится, черный плащ. Извините. В любом случае, черный плащ тюря мы делаем так же, как и штаны. Катаем пласт и ножницами формируем. Шерстяная накидка авантюрина делается по такому же принципу, что и волосы на затылке. Для этого я катаю небольшую колбаску, тем самым формирую основание для накидки. И к этой колбаске уже прикрепляю капельки. Для того, чтобы сделать бюст-рацию, я делаю небольшой набросок будущей фигурки и размечаю примерное расположение мышц, чтобы было проще ориентироваться при лепке.
Волосы Рацио я делаю по такому же принципу, как и волосы Авантюрина, просто формат побольше. Однако стоит отметить то, что у Рацио достаточно приподнятая челка, поэтому сначала я делаю корни сиреневого цвета и уже на них делаю основные локоны. Для волос Рацио я намешала два цвета глины Clay Craft, маджента и синий. Для рук я делаю каркас из проволоки, для этого я разделяю ее на 5 частей и скручиваю. Сейчас будет быстрая перепевка Джоджо, чтобы не словить копирайт. Ю-ху! Сона Чина Садами Джо-Джо. Чтобы сделать детали украшения на груди Рацио, я катаю колбаски, формируя из них завитки будущих крыльев и делаю полоски. Маленького мима я делала год назад. У меня осталось несколько фотопроцессов. Сначала я из полимерки слепила две части тела в виде осьминожки, а другую в виде котика.
Из части с котиком я сделала силиконовый молд, а потом залила эпоксидной смолой. Пока эпоксидка не высохла, я поместила часть осьминожки в залитую форму. Фигурка готова! У-ху! Процесс ее создания у меня занял примерно неделю. Это необычная для меня работа, надеюсь, вы ее оцените. Больше фото этой фигурки и моих работ вы можете увидеть в ВКонтакте и HoYoLab. Все ссылки в описании. Спасибо, что досмотрели до конца. Не забудьте подписаться, нажать на колокольчик и поставить лайк. До встречи в следующем видео.